Всем привет! В этом видео я хочу поделиться личным опытом использования сканера под названием RevoPoint Pop 3D. Выглядит он вот так, как, собственно, на картинке. Впервые я его увидел на Kickstarter где-то в марте, наверное, в мае 2021 года. Я был бэкером, я, значит, кинул денежку. То есть проект еще не был завершен, сбор денег не был завершен. И, собственно, я кинул денежку. Там у меня получилась скидка, по-моему, порядка 40% на полный комплект. С поворотным столом, там, с подсветкой. Ну, ниже по этой страничке я покажу, что входило, собственно, в этот комплект, который я приобрел. Ну, надеюсь, там ниже это будет все указано. Так, пойдем дальше. Здесь, собственно, у них расписаны разные киты. Ссылочку, кстати, на Kickstarter данным я оставлю под видео. Каждый, может быть, посмотрит для себя, проследит историю развития данного проекта. Здесь, кстати, почти 6500 бэкеров было у него. Я был один из них. Так, здесь вы можете посмотреть какие-то основные видяшки, презентажки. Здесь как бы уже какие-то даже более рекламные, я бы скажу, видео на эту тему. В разложенном состоянии это выглядит вот так вот, то есть это в сложном состоянии три ножки лепестка складываются, это холдер такой, за который можно удобно переносить данный сканер. Кстати, очень классное решение. Ты раскладываешь лепестки, и у тебя получается такая тренога. Еще дополнительно здесь есть вертикально в этом штоке телескопическая трубка, и он вытягивается вверх сантиметров, так я бы сказал, на 25-30. Сканер инфракрасный, есть несколько датчиков, есть камера, есть RGB сенсор, то есть он может писать текстуру. Здесь они показывают, что можно сканировать на улице, так как он подсоединяется к компьютеру. Также дополнительно можно подсоединить его к смартфону. Но к смартфону подключить я его не смог, у меня это не получилось на момент, когда это пытался сделать. Но да, в принципе, сценарий моего использования больше не предполагал использование его на улице, тем более со смартфоном. Кстати, из того, что я читал на форумах, использование со смартфоном дает качество хуже, чем использование с компьютером. Поэтому я использовал только с компьютером. Еще один минус использования его на улице без тента — это то, что он инфракрасный, и поэтому, в принципе, любой источник естественного освещения может дать какие-то шумы, погрешность в процесс сканирования внести. Так, что же я еще хотел показать здесь? Да, они хвастаются высокой точностью, порядка 0,3 мм. Кстати, данную точность у меня получилось подтвердить, когда я сканировал маленький переходник для EVL. Так, здесь хочу посмотреть. Сейчас ценник 570 евро у них в официальном магазине. Причем это ценник только за сам сканер. То есть сканер и вот эта подставочка, все. Вот это стоит сейчас практически 570 евро. Еще, скорее всего, придется... да, вот написано, что shipping calculated at checkout. То есть здесь еще дополнительно будете оплачивать пошлину на ввоз. То есть там все 600, может быть даже 650 долларов вам придется заплатить за покупку данного изделия с официального магазина. Я наткнулся на вот такой вот раздел на форуме. И здесь идет описание, скажем так, процесса сканирования какого-то автомобильного крыла с использованием именно вот этих вот меток. Мне самому использование этих меток не понадобилось, мне не доводилось сканировать такие объекты, у меня это не получилось сделать. Тем не менее, здесь человек загрузил весь этот результат на Sketchfab, и можно посмотреть на финальный результат. В принципе, как я полагаю, использование данных меток помогает хорошо так повысить точность измерения, потому что все-таки при больших объектах будет накапливаться серьезная ошибка, и эти стики, ну, то есть метки должны очень хорошо помогать в трекинге, в принципе, в дальнейшем построении сетки. Так, как мне кажется, в принципе, здесь качество вполне себе нормальное. Даже с этим уже можно как-то работать и пытаться восстанавливать поверхность в том же Fusion 360, например, либо в каких-то более специализированных программах. Если зайти на Sketchfab и забить RevoPoint Pop, то можно посмотреть результаты, которые люди получали, используя данный сканер. Собственно, здесь есть результаты с захватом текстур и без захвата текстуры. То есть, кстати, вот это мой скан. Я загружал. Вот такая вот ароматическая лампа была. Высота ее всего лишь 15 сантиметров, но качество достаточно хорошее. Это была абсолютно черная глянцевая поверхность. Тем не менее, все это удалось вот так вот воссоздать. Так, здесь еще есть пара моих сканов. Так, давайте покажу их. Тут сканировал шуруповерт. Так, вот мой руль. Я сканировал его. Качество получилось, кстати, очень хорошее.
на основании этого скана можно было сделать какую-то ретопологию. Собственно, я далее покажу примеры сканирования рулей. Единственный момент. Так, здесь, по-моему, можно показать сеточку. Wireframe. Собственно, вот такую сетку мне получилось сгенерировать, но, насколько я помню, я здесь сшивал 3, 4, 5, 6 сканов с помощью их родной программы. Я покажу ее дальше. И я это все перегонял через ZBrush, смузил и, собственно, делал ретопологию через Z-Remesher, кажется. По-моему, да, через Z-Remesher. И получилась вот такая вот у меня уже на выходе сеточка. То есть она была сначала квад, а потом, ну, она уже триангулировалась при загрузке в Sketchfab. Я еще сканировал вот такой вот кошелечек. Здесь была глянцевая кожаная вкладка. Она не очень хорошо просканировалась. Опять-таки, я сшивал здесь порядка 2 или 3 сканов. И получился вот такой вот, на мой взгляд, занятный результат. В принципе, с этим уже можно как-то работать. Здесь есть все такие реалистичные складки. Не нужно ничего придумать, просто сделать топологию. В принципе, засунув тот же самый, на самом деле, Z-Remesher в ZBrush, можно получить такую не сильно высокополигональную модель, запечь на нее нормаль. И, в принципе, можно, возможно, даже пихнуть это быстренько в игру. Кстати, данную модель я тоже прогонял через ZBrush, я ее смузил, я здесь оптимизировал сетку. И, в принципе, вот такой результат получилось у меня, получилось достичь. Кстати, а если у кого-то был калькулятор от Casio, вот кто-то здесь сканировал. Кнопочки здесь, по-моему, по высоте миллиметра 1,5-2, может быть 3. Но вот они все замечательно вот так вот отобразились. Кстати, вот. Так, скорее всего, вот эти пазики кто-то вырезал вручную, потому что уж больно здесь ровненькие вот эти вот полигоны. Скорее всего, да, кто-то здесь булил эти пазы для данного примера, ну, с этим сканом. И, похоже, дисплей тоже булили здесь, вот, да, вырезали. Ну, в принципе, с этим уже как-то работать можно. Давайте посмотрим сеточку. Да, собственно, здесь такая низкополигональная, здесь явно был скан. Скорее всего, даже оптимизировано через какое-то полустороннее. Ну и здесь, как я заметил, да, здесь была операция вычитания булевая. Так, из интересного здесь еще есть вот такая моделька. Эта моделька была с захватом текстуры. То есть кто-то сканировал свое лицо и на выходе получил скан с текстуры. Так, смотрим сеточку. Достаточно плотная. Причем видны вот такие вот, скажем так, узоры концентрические. Как я понимаю, это было связано с именно вот с самой системой сканирования, то есть лучами. То есть иногда на моделях видны такие ступенечки, то есть расходятся такие концентрические окружности. Как я понимаю, это связано с алгоритмом работы самого сканера. То есть такие ступенечки, да, их можно заметить. Но здесь на финале это не очень видно, потому что, возможно, здесь какой-то шейдинг правильно стоит, сглаживание. Но в целом такую достаточно приятную модельку вот кто-то получил на выходе. Если вы, кстати, да, вот по таким углом здесь видно такой вот, такие вот полосочки. Насколько я понимаю, здесь какой-то структурированный источник света идет, и вот с этим все и связано, такое качество поверхности. Если вы скульптите, можно загнать в тот же ZBrush, включить какие-то инструменты симметрии и прекрасно все это редактировать. Все это очень классно загружается и с этим работается. Итак, поехали дальше. Я покажу, собственно, сам процесс сканирования. Всем привет, я вот здесь вот в левом углу, да, в принципе, это мой скан уже. Это основной скан, это основная программа, где все это сканируется. Так, получается превьюшка цветная, превьюшка контрастная. Да и, в принципе, здесь результат. Собственно, синенькие это точки, которые захватывает сканер. Здесь можно поставить авто. Здесь так, черно-белое более-менее захватывает. И здесь можно регулировать усиление. То есть можно захватывать таким образом более светлые участки, либо более темные участки. На самом деле программа крайне простая, чтобы начать сканирование. Здесь, собственно, давайте поначалу. Есть такой индикатор, который показывает расположение сканера до объекта.
То есть сейчас он говорит, что это слишком далеко, и вот по мере приближения он будет говорить хорошо, великолепно, либо слишком близко, например. Да? Ну, все начинается с того, что мы нажимаем здесь плюсик, новый файл, и выбираем один из режимов сканирования. Фичу, я так понимаю, что это такой более общий режим. Тело, маркер, темный и лицо. Они все будут отличаться тем, какие дальности и, скажем так, минимальной, максимальной площади он будет захватывать за один проход. То есть, если я укажу face, и, кстати, можно здесь сделать захват на цвета или без цвета. Так, я буду делать это без цвета, потому что с цвета мне очень не понравился результат. Нажму подтвердить и просто поднесу вот здесь вот к лицу. И вот он пишет, что вот это расстояние, например, хорошее. Кошка здесь ходит. Так, остановлю сканер, сделаю complete. Файл. Сделаю режим темный. И, кстати, ну да, почему-то результат по дальности один и тот же. А теперь пишет, что слишком далеко. В принципе, режим сканирования лица дает на выходе самый, скажем так, детализированный результат, но нужно держать сканер намного ближе к объекту. Соответственно, как минус на выходе это плохой трекинг, и постоянно будет слетать трекинг объекта. Соответственно, придется останавливать сканирование, начинать все заново. Но это трата времени, неприятно. Но, в принципе, если у вас есть поворотный стол, объект для сканирования небольшой, то результат может, скажем так, быть чуть с более хорошим качеством. Мне же нравится режим Dark сканирования. Он достаточно хороший. И, на мой взгляд, дает самый оптимальный результат в плане по, скажем так, той поверхности, которую мы сканируем, да и, в принципе, по результату, который мы получаем. Нажимаю Confirm. Так, возьму сейчас сканер в руки и попробую просканировать себе лицо в режиме в реальном времени. Так, здесь есть пару кнопочек, нажму Play, ну и, собственно, пойдет процесс сканирования. Нажму Complete. Так, собственно, все происходит в реальном времени, я, скорее всего, это вырезать не буду. Просто в процессе сшивания, скажем так, комбинирования вот этих точек, здесь вот эти камеры почему-то отключаются. Мне это не очень нравится. На самом деле, программа у них, по-моему, достаточно сырая. Вот он пишет Fusion Completed. Получилось вот такой вот скан. Ну, точнее, это не скан, это всего лишь облако точек. Если мы приблизим, то видим, что как бы они исчезают, потому что у них какой-то объем задан минимальный, но вот они как бы формируют на удаление такой поверхности. Сейчас же я нажму просто скачать и заменю файлик vtest в формате. Все это сохраню в PLY. Так, на выходе мы можем здесь, конечно, сохранить в формате OBJ еще, но не знаю, зачем они так сделали, потому что сшивание и формирование сетки, по-моему, сейчас не произойдет. Поэтому PLY, сохранить, заменить, да. Окей. Причем такая особенность. Если я сейчас нажму здесь play, он поймает мое лицо. Я сейчас, конечно, очень испорчу скан, потому что я говорю, и рот у меня дает ошибку. Но можно таким образом продолжить сканировать объект. То есть вы отсканировали часть, переместили себя в пространстве и продолжили сканировать, например, там какие-то недостающие элементы. Нажимаете стоп, нажимаете complete, потом происходит сшивание объекта. Ну, точнее, сшивание объекта, сшивание облака точек будет происходить в следующей программе, но формирование какого-то вот такого облака точек, фильтрование его здесь происходит автоматически, причем это загадка, то есть абсолютно невозможно контролировать то, что здесь происходит в этой программе, это какой-то ее минус, наверное. Но в целом возможность, скажем так, остановить сканирование и продолжить ее имеется. Поэтому можем, опять-таки, нажать «Сохранить», выбрать файл, обозвать его, например, с цифрой 2 и нажать «Сохранить».
Окей. Далее, скажем так, в этой программе работа закончилась. Ну, конечно, здесь еще можно сохранить текстурку, но я этим заниматься не буду. Я перехожу во вторую программку и нажимаю здесь кнопочку Model. Нахожу здесь vtest в PLY формате и открываю. Здесь загрузилось, собственно, облако точек. Мы видим point count, значит, здесь порядка миллиона точек присутствует. И я нажимаю просто кнопочку Mesh, и все, происходит магия. Собственно, сейчас все это преобразуется в Mesh сетку. Отфильтруются какие-то лишние вот такие вот точки, которые летают. В принципе, часть точек, в принципе, по-моему, вообще может исчезнуть сейчас. И получится на выходе какая-то поверхность, которая можно будет работать уже в других полигональных редакторах. В принципе, формирование вот mesh, в принципе, из облака точек мне здесь очень понравилось в этой программе. Буквально по нажатию одной кнопки получается результат. Причем он не старается закрывать дыры. Для закрытия дыры здесь есть отдельная кнопка. И это большой плюс, потому что другие программы, в которых я пытался обрабатывать облака точек и формировать mesh-объект на выходе, они коверкали, просто ужасный результат получался на выходе. Здесь же, как бы да, здесь есть вот такой вот шум. Поверхность вроде бы... Ну, кстати, да, вот здесь видно такие полосочки. Связано, скажем так, с самим устройством. Вот такой скан получилось. Буквально за, там, не знаю, почему, обратите внимание, он одинаково просканировал поверхность моей кожи. И так как это был режим сканирования темного цвета, он пытался сканировать еще и волосы. То есть, если бы в процессе сканирования я нажал, вот я могу сейчас нажать play, поменять здесь усиление, скажем так, на ближе к единице, тогда более светлые участки, блестящие, например, глянцы, он будет захватывать лучше. Соответственно, комбинируя такой подход, play, stop, и сканировать какой-то объект по кругу, мы можем, скажем так, накапливать это облако точек, и потом вот уже в этой программе формировать, скажем, ее какой-то финальный облик в виде меша. Собственно, я теперь могу сделать так, не plit, не clip, cancel нажму, а вот fill, нет, smooth. Вот. Например, я сейчас прогоню здесь smooth, сделаю, здесь должно стать все чуть более гладким. Вот. Конечно, из-за этого алгоритма здесь появляются вот такие вот рваные капли. С ними работать потом достаточно сложнее, да, потому что, в принципе, тот же ZBrush, по-моему, когда формирует сетку, тот же ZRemesher, он любит закрытый объем. Здесь же его нету. Но закрытый объем, так, делаю тогда undo, он может получить, если нажму кнопку Fill Hole. Собственно, здесь только две опции для выбора: плоскими поверхностями и curved, изогнутыми. Поэтому я выберу второй вариант и нажму ОК. Сейчас, по-моему, очень быстро сработает этот алгоритм достаточно. И, надеюсь, получится закрытый объем. Да, здесь эта дырка закрылась. Оборот, если мы повернем объект, то здесь тоже все склеилось. Причем, на мой взгляд, склеилось достаточно неплохо, потому что если использовать, например, тот же Mesh Mixer, то результат просто ужасный и непредсказуемый. Здесь же вот эта программка прям, кстати, она бесплатная, можно скачать ее у них на официальном сайте. По-моему, не на сайте, только на разделах форума. Так, и вот так вот, собственно, можно нажать экспорт и выбрать, например, один из форматов. Опять-таки можно как облако точек это экспортировать, либо STL, либо OBJ. Еще хочу показать одну особенность данной программки. Так, здесь он сшитый будет показывать. Нет, здесь будет... да, облако точек сделал. Ладно, загружу заново, значит, модель 1 и модель 2. Открыть. Я специально продолжил сканирование, скажем так, задней части затылка. Собственно, мы видим, что здесь у меня пусто, а здесь какой-то дополнительный объем сформировался. То есть здесь можно так, вращать левой клавишей мыши, все. Теперь я, например, могу сделать автоматический align, только он не всегда срабатывает, но он срабатывает. Попробуем его сейчас применить. Но для этого очень важно спозиционировать визуально объекты приблизительно в одном ракурсе на вас. Собственно, вот он совместил два облака точек, нажму Undo и попробую применить второй сценарий с использованием маркеров. Я делаю маркер Align, ставлю марк
И, например, я буду выделять точки, которые точно знаю, что они совпадают. Вот это выступающая часть КДК. Так, потом вот эту часть я точно понимаю, что она плюс-минус похожа. И, наверное, вот эту поверхность наушников тоже выберу. Далее я просто выбираю кнопку Merge, слить и жду результата. Алгоритму требуется как минимум 3 точки для совмещения облаков. Посмотрим, что получится в итоге. Итак, получилось вот такое вот жуткое месиво, но давайте не волноваться. Перейдем в процесс. Так, I want to show the process the model, confirm. И вот я перешел в первое пространство, сделаю здесь теперь mesh. И посмотрим на то, что получится сейчас на выходе. Должно, как я полагаю, быть чуть-чуть получше, чем то, что мы видим сейчас, потому что, опять-таки, это точки, у них есть какой-то объем для отображения здесь, и они каким-то образом перекрываются. Поэтому это выглядит достаточно таким зашумленным объемом. А здесь сейчас более миллиона точек. Здесь мы наблюдаем... Так, сколько это займет времени? Посмотрим. Итак, прошла где-то минута. Здесь сшилось 2 объема точек. И, как мы видим, здесь действительно появился вот такой вот объект сзади, который не был на первом скане. Но дополнительно мы видим, появляются вот такие вот капли объекты. Это, скажем так, особенность именно данной программы. Например, я использую некоторые сторонние программы, то есть для сшивания облаков точек, для их объединения. Далее я прогоняю в сторонних программах фильтры, то есть которые как раз убирают вот эти лишние шумы и делают объем такой облака точек более плавный, правильно что ли. То есть если я сейчас попробую сделать fill hole, по-моему, все станет еще хуже. Поэтому лучше сканировать все либо в один проход, либо использовать сторонние ПО. Я использую Cloud Compare. В принципе, он замечательно в каком-то приближении совмещает объемы точек, облака точек. Да и, в принципе, потом их помогает фильтровать. Вот, все получилось как-то объединить. Сделаю смуз. Ну, да. То есть вот эти вот волны, вот эта вот рябь непонятная, вот этот шум, прям кошмар. Но в целом есть у меня результаты, я покажу их далее, которые вполне себе носят приемлемый характер. Как мы видим здесь, если, например, использовать еще раз смуз, посмотрим, что получится. Ну, собственно, да, здесь какие-то объекты начинают вырождаться, какие-то склеиваться, вот непонятные вот эти вот, опять-таки, капли. Здесь какой-то шум, здесь вот объекты непонятные, какие-то пики, всплески вот такие получаются. Ну, да. Так что сшивать облака точек, фильтровать их лучше в сторонней программе, а вот формировать именно mesh-сетку здесь программа данная позволяет вполне себе неплохо. Опять-таки, остается только нажать экспорт и сохранить в одном из 3 форматов. Но, скорее всего, это будет формат STL. Так, собственно, по работе с программой это все. Чаще всего я использую сканер для сканирования вот таких вот рулей. То есть это уже, скажем так, скан, который я получил из сшивания, наверное, 5 сканов. То есть это дело в стороннем ПО. Здесь, конечно, мы видим какая-то шершавая поверхность, есть некоторые пики, всплески, но в целом работать с, скажем так, внешним объемом уже можно. Почему? Потому что технология, которая была выбрана, в принципе, зачем сканируются эти рули, сейчас я покажу. Так, изначально есть вот такой вот руль, собственно, вот его исходная, скажем, фотография, приблизительно в похожем ракурсе, в котором делался и скан. Вот, причем здесь такая темная резина, здесь светлый металлик, такой, это, скорее всего, ну, алюминий какой-то или еще что-то. Поверхность я не матировал, я просто менял настройку усиления, дальше поворачивал на поворотном столе руль, и у меня
сканировались вот эти вот участки, такие светло-металлические. Далее, эти участки я сканировал тоже в темном режиме, но с другим усилением. И вот, собственно, на выходе получилась вот такая вот моделька. Вот этот руль. Снизу тоже какие-то части получилось просканировать. Здесь, собственно, ну, результат, конечно же, не идеальный, но за свои деньги я считаю, что это прям топчик. Хотя, возможно, доложить еще до 100 тысяч какой-то сканер, купить Range Vision, то можно, конечно, получить более интересный результат, но там я уверен, что будут свои особенности, подводные камни, потому что даже вот получить вот такой результат с первого раза мне не получилось. Мне пришлось, скажем так, некоторую методологию разрабатывать для самого себя. Так, что происходит с этим дальше? Так, ну, скан, собственно, я же показал. Далее, эта же моделька выравнивается, и во Fusion, например, делается уже новая, скажем так, анатомическая форма руля, возможно, даже под какого-то конкретного заказчика. Потом формируется внутренний объем, который был получен с помощью сканера. Причем здесь можно оставлять зазор в 1, 2, 3 миллиметра от реального внутреннего объема, печатать, и потом эти накладки просто вклеиваются на раму. Все, кстати, эти фрагменты печатаются на 3D принтере какими-то вот такими секциями определенными, потом вклеиваются на раму, шкурится, и получается вот такой вот анатомический руль. К сожалению, фотографий готового результата у меня пока что нету, но, в принципе, это не первый руль, который я сканирую таким способом, и, значит, в принципе, технология рабочая. Был еще один проект, была вот такая вот, да, в принципе, она у меня до сих пор есть на руках, вот такая вот фарфоровая статуэтка. Поверхность у нее глянцевая, она блестящая. Есть у нее разный цвет. Собственно, вот ее размер относительно поворотного стола. Ну, отсюда до сюда где-то сантиметров 35-40, наверное. Столик небольшой. И сейчас я покажу, что получилось у меня на выходе. То есть получилась вот такая вот эстелька. Причем здесь есть как будто бы вот такие вот рельефы. То есть, если посмотреть на оригинальную фотографию, то у нее присутствует вот такой вот рисунок, скажем так, краской. То есть сканер захватывает толщину этой краски, и она представлена здесь в виде вот таких вот выступающих частей. То есть, в принципе, этот узор сканируется. Вот эта решеточка здесь на косе у нее находится. Единственное, что данный, скажем, скан я потом прогонял через, опять-таки, сторонние программы, я его сглаживал, убирал весь этот шум, и получался такой достаточно гладкий и пристойный вариант, и пристойный скан на выходе. Вот, конечно, я это потом обрезал, все выравнивал. Результат получился неплохой. Сканер очень-очень хорошо сканирует вот такие вот плавные формы, где нет углов по 90 градусов. Он их очень не любит, нет тонкостенных элементов. Но вот плавные формы присутствуют. Их он сканирует прям на лету за один проход, и очень-очень неплохо, на мой взгляд. Есть вот такой вот еще у меня скан части салона автомобиля, находящийся между двух сидушек. Скажем так, здесь присутствуют, конечно, здесь отсутствуют такие вот рельсы, здесь они были. Просто в процессе формирования именно STL-ки они почему-то алгоритмом программы, вот это вот первый вот, называется, вот это вот Candy Studio, они почему-то исчезли. То есть, ну, так вот сработал алгоритм. То есть, далее я покажу фрагмент видео, которое именно из салона данного автомобиля, именно там с участием, с некоторым процессом сканирования. Я некоторые части глянцевые, металлические, здесь покрашены в черный цвет, слегка матировал исчезающим спреем. И вот это все, в принципе, получилось у меня сделать за один прогон. Я здесь специально расставлял бутылочки, они использовались, помогали мне как дополнительный трекинг, скажем так, чтобы когда я сканировал пустой объем, он просто не сканировал пустоту, а были какие-то опорные объекты, от которых он мог, скажем так, захватывать новую сетку.
Итак, и самый такой из последних сканов, которые я делал, это была вот такая вот накладка на диск мобильный. Здесь приблизительно вот эта толщина 10 миллиметров, а вот эта толщина, высота, скажем, 5 миллиметров. То есть объект достаточно узкий в своих некоторых размерах. И было интересно, насколько сканер с этим сможет справиться. И вообще, в принципе, вот эти важные вот эти отверстия, насколько вот он их смог бы захватить правильно. Так, отменю-ка эти действия. Так, что же получилось у меня? Если мы говорим про данную накладку, то скан приблизительно оказался вот такой вот. Как мы видим, местами даже получилось захватить толщину. Здесь действительно около 5 миллиметров, но вот эти основные углы, и здесь был такой профиль, не очень, скажем так, приятный для сканирования. Но в целом какие-то опорные размеры, да и в принципе вот эту саму кривую можно уже вытащить из самого объекта и попытаться построить CAD-модель, что на выходе и было сделано. Причем здесь дополнительно в некотором приближении с некоторой погрешностью можно добиться получения, соответственно, вот есть раз отверстие, и вот здесь проглядывается внутреннее. Если использовать, конечно, некоторые ухищрения, например, вставлять сюда точки бумаги, делать некоторые здесь цилиндрики такие, которые бы при сканировании по кругу давали бы точную, скажем так, цилиндрическую поверхность, которая бы говорила о том, что именно, то есть она бы помогла захватить именно ось, то есть центральную ось этой окружности, это выреза. То есть есть такие методы в сканировании, собственно, можно получить, если, скажем так, немножко заморочиться, как бы сканер сканером, но сканировать тоже нужно как-то ухищряться еще. То есть не всегда одна методология сработает хорошо. Итак, была вот такая вот накладка, ее скан. Потом по сценарию она должна накладываться вот на этот диск. Диск, причем я слегка заматировал обычной какой-то краской на выводной основе, которая быстро стирается потом. Вот такого качества диск получилось здесь сканчик получить. И, собственно, эта накладка как раз ложится. Она вот здесь висит внутрь. И так спускается сюда. Здесь раз крепеж. И вторая часть ее идет поверху. Крепится здесь два таких крепления. И уходит сюда. Собственно, всего здесь, по-моему, 8 штук. Или... Так, тут нечетное количество. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 8 или 9 здесь таких деталей на один диск в итоге приходится. Что в итоге получилось? В итоге получилось создать вот такие вот несколько CAD-моделей. Так, открываю это все в мойке. Соответственно, здесь с вот такими углублениями и без углублений. Сразу скажу, что с первого раза распечатать правильно их не получилось. Немножко промахнулись вот с этим отверстием. Или с кривизной. Я уже, честно говоря, не помню. Ну, то есть там на вторую итерацию, на вторую, третью итерацию, скажем так, этой модели, изменения ее некоторых моментов. Все, понял. Вот здесь немножко нужно было радиус убрать вот так повыше. И все. На самом деле данная модель сразу встала на свои места. С этими цилиндриками она вошла в пазы на диске. Отверстие все совпало. Из-за того, что был здесь немножко неправильно подобран вот этот вот радиус изгиба, толщина, здесь, скажем так, эта часть на диске упиралась в уголочек, поднималась. Соответственно, она выгибала эту дугу, соответственно, это крепление выходило, соответственно, то, что дуга поднималась, это крепление выходило. Соответственно, правильно подобранный здесь изгиб помог править всю эту ситуацию. Ну вот, собственно, все. Скажем так, такой вот результат получился на выходе. И все, используя только данный сканер. Конечно, повторюсь, возможно, можно найти более интересное решение, но мне было интересно поэкспериментировать именно с этим сканером. Не знаю почему, просто захотелось. Видео не рекламное, просто хочу поделиться своим опытом эксплуатации данного аппарата. Причем сейчас идет конкурс, в котором данный сканер можно выиграть. Поэтому, скажем, мне кажется, данное видео может быть полезным для тех, кто хочет купить себе данный сканер, либо для тех, кто хочет поучаствовать в конкурсе и выиграть данный сканер. Напомню, сканер стоит 600 евро.
достаточно недорого, я считаю, для сканера, который дает качество вот такое. Есть, конечно, свои ограничения по сканируемым объектам, конечно же. То есть все подряд ими сканировать не получится. Супер точно тоже им сканировать не получится, поэтому если вы хотите сканировать какую-то органику, какие-то плавные формы, то качество вполне себе может получиться неплохое. Хотел еще записать тестовое видео сканирования небольшого объекта и измерения его, сравнение с реальными, скажем так, размерами объекта. Но делать я это не буду, просто скажу словами, что размер, то есть погрешность в 0,3 мм на небольших объектах, которые я сканировал именно на поворотном столе, то есть со штатива. Сканер у меня стоял именно на штативе. На поворотном столе ничего не тряслось, я просто включал его, сканировал, делал разные виды, потом их сшивал, и я получил действительно на выходе потом, скажем так, отличие от реального объекта в 0,3 мм. Но опять-таки объект был не сильно маленький и не сильно большой, то есть он находился в пределах поворотного стола. То есть, ну, собственно, то, что я, наверное, хотел показать в этом видео, я уже показал. Здесь, кстати, у меня есть еще один скан более полный, где есть цилиндрическая часть, благодаря которой я восстановил ось симметрии. И вот эти лепестки я размножил и получил, собственно, практически полное совпадение вот с этим диском. Надеюсь, это видео было вам полезным, и вы для себя определите, нужен нам этот сканер или нет. Кстати, если у вас есть какая-нибудь информация по поводу подобных сканеров в этой ценовой категории, либо там какие-то сканы, либо опыт их использования, то пишите об этом в комментариях, мне будет очень интересно. Но, на мой взгляд, в данной ценовой категории это один из самых лучших сканеров, который можно сейчас купить на рынке, собственно. На этом я данное видео буду заканчивать. Обязательно ставьте лайки, оставляйте комментарии под видео, задавайте вопросы, если у вас появились вопросы по данному сканеру. На этом я данное видео буду заканчивать. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.